Фил, где это мы оказались на этот раз? Добро пожаловать на место раскопок древнего города Иерихон. Ах да, я знаю. Это был первый город, который израильтяне завоевали после перехода через Иордан. Фил, расскажи про Иерихон. Это древний город с 6000-летней историей. Он расположен 275 метров ниже уровня моря, что делает его одним из самых низких городов в мире. Название Иерихон означает «город пальм». Сегодня он также известен как Тель-эс-Султан. Как интересно! 6000 лет? Я читала, что этот город действительно был неприступной крепостью. Верно. Вокруг него были возведены огромные двойные стены, поражающие своим размером и прочностью. У основания были подпорные стены из больших камней, которые можно увидеть и сегодня. Вверху они были построены из кирпичей, сделанных из необожженной глины. Внешние стены имели высоту 13 метров, а внутренняя стена была еще выше – 15 метров. Это примерно высота пятиэтажного дома. Толщина стен составляла около 2,5 метров, а между стен располагались дома, где жили люди. Вот это да! Разве возможно захватить такой город? Фил, а что об этом написано в Библии? Бог дал Иисусу Навину очень необычный план по завоеванию города. Священники и все израильское войско должны были обходить город каждый день, а на 7-й день необходимо было обойти город 7 раз. Священники должны были протрубить в трубы, а народ громко закричать. Да уж, странный план. Наверное, жители Иерихона подумали, что израильтяне просто боятся нападать на город. Но они не боялись. Они доверяли Богу и ждали, когда Он исполнит свое обещание и принесет им победу. Так и случилось. Когда на 7-й день священники и все войско протрубили в трубы и громко закричали, стены Иерихона рухнули до самого основания, обрушившись наружу. Об этом как раз свидетельствуют и археологические раскопки. Неужели? Обычно при осаде городов стены обрушивались внутрь города, а не наружу. Но когда археологи впервые исследовали древний город Иерихон, они с удивлением отметили, что его стены обрушились наружу. Невероятно! Но и это еще не все. В Библии говорится, что после того, как израильтяне завоевали Иерихон, они сожгли его огнем. Об этом как раз и свидетельствуют обожженные слои земли и пепла. Удивительная деталь. Были найдены обгоревшие полные сосуды с ячменем. Это указывает на то, что битва была короткой и произошла весной во время жатвы ячменя, как и утверждается в Библии. Вот это да! Далее следует археологический слой, свидетельствующий, что город был оставлен на несколько веков. Да, в Библии написано, что Иерихон был проклят Богом, и несколько веков после разрушения в нем никто не жил. Но потом в нем снова начинают селиться люди. Верно. Археологические слои и артефакты подтверждают, что позже на этом месте были израильские поселения. Удивительная история. Священники и израильское войско, наверное, чувствовали себя очень глупо, когда каждый день обходили Иерихон и больше ничего не делали. Спустя несколько дней жители Иерихона, скорее всего, уже перестали бояться и, наблюдая со своих надежных стен за этим шествием, выкрикивали насмешки и оскорбления в адрес нерешительного войска. Наверное, воины по-другому представляли себе захват города. Как же много терпения и доверия Богу им пришлось проявить. И на 7-й день Бог совершил чудо. Неприступные стены рухнули в одно мгновение. Друг, когда мы проявляем терпение и доверяем Богу, Он делает чудеса в нашей жизни.